Масштаб проблемы я тоже хочу объяснить и донести до зрителя. Огромный. У нас нету медсестер, у нас нету ассистентов, нету санитаров, у нас нету врачей. Мы в самом дне или еще есть куда катиться? По ощущениям мы еще катимся вниз. Я всем говорю, у нас Magic Country. Уехали все. У меня остатки моих волос становятся дыбом. Визит к стоматологу ждет в районе 4000 детей. Я не люблю плохо говорить о моей стране. Скажи, буду заниматься развитием туризма. Будешь за меня голосовать? Тогда, конечно. Но это же коррупция. В политике не хватает национализма. Мы сейчас все политические вопросы порешаем. Я работаю почти 19 часов в день. Большее количество времени сплю, работаю. Мы можем все. Вот дальше Олимпа уже не залезть. Обидно, что Латвия упускает эту возможность. Им в этой жизни ничего не нужно. Но это халатная работа. Недостаток молодежи. Я не вижу никого. Как говорится, если ты не можешь повлиять на ситуацию, поменяй к ней отношение. Вы давайте команду, когда мы можем начинать. Похоже, да, они уже начинают. Это такой хлопок наш. Без стресса. Все на постпродакшене мы подмонтируем как надо. Я всегда говорю, нужно делать, чем потом жалеть, что ты что-то не сделал. Кстати, это Ван Грецкий сказал, что каждый щелчок ты промазываешь, если ты его не сделал. Ильяс, почему ты принял решение стать врачом и с какими трудностями ты столкнулся в начале карьеры? Я учился в 46-й школе на физмате. И в один прекрасный день я увлекся биологией. Это произошло где-то в 10-11 классе, когда уже все, назад пути не было. Чтобы быть совсем коротким, да, меня больше подтолкнула к этому решению моя мама. Записала меня на курсы биологии, химии дополнительно, латышского языка, потому что прием в то время мы шли одним потоком, и это было очень сложно. То есть там, наравне со всеми. И из русской школы было очень тяжело это сделать, но вот получилось путем неимоверных усилий и, наверное, такого рвения, хотения. В каком году это было? 2000-е. То есть начало 2000 года. Ты поступал в Страдане, правильно? Да. Тогда это Рижская медицинская академия называлась. Риgas Medicinas Academy. И в тот момент какой конкурс был? Сколько человек на одно место? Если я не ошибаюсь, около 200 человек на одно место. Именно на стомат. Честно скажу, не было даже денег поступить на что-то другое. Просто вот мы попробовали. Если нет, то план бэкап был РТУ. Все-таки физмат, там компьютеры, то есть, скорее всего, какая-то IT-сфера. В последующем вы увидите, что у меня одна из самых компьютеризированных клиник вообще, которая может быть. У нас 4 фрезера. Один из них такой индустриальный, который пилит там огромные сложные конструкции. 3 сканера внутриротовых, то есть я вам тоже это все чуть позже покажу, как это все работает. И 3 принтера, которые 3D действующих, и 2 уже списанных. То есть мы очень оцифрованы все. И в моей практике это очень важно. И вот через такую сложную систему призм изображение, которое происходит внутри зуба, мы это, может быть, продемонстрируем тоже, получается вот такой трехмерной модели. И современный доктор, он способен даже посмотреть какие-то тонкости. Аппаратура автоматически подстраивает смыкание зубов. Мы это видим вот здесь, вот, например, в красной точке, что требуется еще уделить внимание и соседнему зубу и так далее. То есть вы представляете, одна маленькая процедура, которая занимает буквально пару минут, дает так много
полезной информации. Ты сказал о том, что ты поступал на стоматолога, потому что особо не было финансовой возможности поступить и рассматривать какие-то другие факультеты. Наша семья не богатая, у меня мама учительница, поэтому нам было тяжело. Но при этом на сегодняшний день, насколько я знаю, что чтобы выучиться на стоматолога, в среднем обучение стоит в районе 15 тысяч евро в год. Я не интересовался, цифра, скорее всего, больше. То есть, скорее всего, 15-20 тысяч в семестр. Расскажи, насколько легко зарубежные дипломы аккредитировать в Латвии? Зависит от того, кем выдан этот диплом. Если это университет, который признается во всем мире, я беру какой-нибудь там Франкфуртский университет, или в моей теме это, например, университет Рима, города Рима, да, и его подразделение в Болонье, которое именно стоматологический факультет, то я не вижу никаких вообще проблем. То есть подаем и все. Но я говорю, если это не какое-то левое учреждение. Основные проблемы это, конечно, например, если диплом будет из Китая, наверное, там как-то нужно будет переводить систему оценок. Да? Но если это европейский диплом, даже Англия, я не вижу никаких проблем. И единственное ограничение – это Америка. У них немножко отличается система образования. В целом, это очень такие прям тонкости. Смотри, на сегодняшний день, насколько я знаю, да, что можно аккредитировать в Латвии диплом, который получен за границей, только с условием, если ты очно проходил весь курс. Условно, если ты его проходил модульно, то нету такого закона, который разрешил бы здесь его аккредитовать. То есть, условно, если мы говорим про ортодонтию. Пойми, ортодонтия, это очень сложная наука. Возможно, стандарты в разных странах, они отличаются. Возможно, профессора, которые в Латвии, они просят: ребята, мы хотя бы на вас посмотреть хотим. Я думаю, что это все можно абсолютно нормально приехать в тот же институт, поговорить и посмотреть, как это будет. Единственное, сейчас конкретно по этой специальности, из-за того, что очень большой спрос на услуги и на специалистов, скорее всего, этот механизм не так хорошо работает, потому что все бизи. Ты видишь, как доктора бизи, меня там достать только в 11 ночи можно, и то, если я спросонья что-то отвечу. Да? То есть мы все очень бизи и пытаемся что-то делать. Да? И ортодонтия такая специфичная наука. То есть они ортодонты из всех специальностей, я говорю про свою стоматологическую, они немножечко выделяются из общей толпы. То есть, в хорошем смысле этого слова. То есть они могут сотворить чудо. Почему опасения? Да? Вот у меня товарищ, он один из ведущих ортодонтов, президент Ассоциации Республики Азербайджан. Я к нему ездил уже много раз и отрывками изучаю ортодонтию у лучших специалистов вообще в мире. Да? То есть мы с ним, например, ездили на конференцию в Южную Корею. Да, и я понял, как, например, корейцы работают с этим делом. Но корейцы, мы же можем отличить корейца от некорейца. Да? То есть, соответственно, у них биотип другой. И лечение другое. Скорее всего, это связано с этим. Да? То, что вы не можете взять корейский диплом, приехать сюда и сказать: я врач. Да? То есть, тут, скорее всего, в этом заключается специфика. Ильяс, расскажи, какими ты считаешь самыми своими значимыми профессиональными достижениями в карьере? В карьере, наверное, 2 достижения. Это создание одного из самых сильных коллективов врачей, когда я могу смело сказать, что мы можем все. И второе, это, наверное, признание коллег, в том числе и зарубежных, в том, что мы это можем делать. То есть, если вы спросите кого-то вне нашей страны, к кому бы обратиться за квалифицированной помощью, наверное, мы будем в топе людей, которых предложили. Слушай, так интересно, похоже на какие-то винтики. Расскажи, что это. Это не винтики, а, наверное, на кубики больше похоже, да? С одной стороны кубик, а с другой винтик. Аппарат, который занимается созданием зубов, он зажимает эти хвостики, и дальше визуально подумаешь, что вот этот кубик, он превращается в зуб. И он его выпиливает, этот
зубчик именно из вот такого кубика. Скажи, сколько здесь таких кубиков? Значит, каждый кубик это равен одному зубчику. Очень много работ сдаем. Ну, считаю, у нас там 3-4 машины пилят все время. Слушай, а вы работаете только для своих клиентов, выпиливаете, или еще с коллегами делитесь? С коллегами делимся в случае, ну, emergency. То есть, если нужно быстро что-то помочь какой-то клинике, мы всегда открыты. То есть, там, быстро сдать какую-то работу, может, у кого-то что-то не получилось. Техники к нам обращаются очень часто, говорят, Илья, там, ну, не получается быстро, надо быстро. И наше оборудование позволяет вот сократить кратно время создания зуба. Несмотря на твой статус руководителя клиники, Да. и ты такой опытный врач, при этом ты до сих пор продолжаешь постоянно учиться и повышать свою врачебную квалификацию. Скажи, у тебя есть какая-то определенная профессиональная цель, к которой ты идешь? Или это просто часть стоматологической индустрии, которая требует постоянного повышения квалификации? Давай так, значит, начнем с руководителя. Да, я руковожу клиникой, и это большая ответственность. Ответственность перед молодыми специалистами. Я их беру как собственных детей и оттуда вот обучаю. Человек должен пройти определенный путь, чтобы работать как я. И это огромная ответственность, и я не могу позволить себе быть некомпетентным в каком-то вопросе. Второй момент касаемо обучения. Есть люди, которые закончили университет, сели в каком-то своем кабинете где-то далеко, и им в этой жизни ничего не нужно. И действительно, таких коллег достаточно много, и, возможно, это неплохо. Потому что есть люди, которые, простите, заболел зуб, нам надо быстро его отремонтировать, мы делаем звонок и, получаем некую услугу. Я не воспринимаю свою профессию как услугу, и я воспринимаю как лечение. И все, чем мы занимаемся, от щелчка в суставе до неправильного положения зуба и тяжелых каких-то еще кейсов и так далее, это лечение. То есть я никогда не буду потакать пациенту, всегда говорю, вот вы знаете, мы лечимся, у нас есть определенный план лечения, и мы именно как врачи подходим к этому процессу. Да? И это требует огромного количества знаний, которое совершенствуется и быстро устаревает, к сожалению. Те методики, которые были в начале, то есть я начинал, например, импланты изучать в немецком университете Йены. Да, и те принципы, которые были, они уже к сегодняшнему дню являются историческими, хотя прошел 2008 год. То есть это, если сказать врачу-ортопеду, что все, что вы делаете, тут за 10 лет устарело, они скажут, ребята, мы с прошлого века так собираем, и все хорошо. То есть общая медицина, она меняется немножечко медленнее. А в нашей специальности очень много заходит материалов. Очень много заходит зубных паст. Очень много заходит новых каких-то методик чистки, методик лечения, микроскопы. Это все нужно изучать. Когда я учился, микроскопа не было в принципе. Мы о нем даже не слышали. Когда я закончил учебу, мы что-то понимали. Я взял лабораторный микроскоп, его собрал и увидел вообще другой мир. Да? Сейчас в клинике 3 микроскопа, и это норма. То есть, ты приходишь, и как вы без микроскопа, без увеличения можете вообще работать. Вот оно и есть, это отличие. То есть, если ты хочешь делать свою работу нормально, ты должен повышать свой уровень постоянно. Вот и все. К сожалению, это приходится делать в других странах. Кстати, интересная ремарка касаемо материала. Это один из старейших материалов на Земле в плане создания зубов. Кварцевый песок для него берется только в одном месторождении в Алжире немецкой компанией и поставляется сразу в Германию на фабрику Vita Zahnfabrik. Угу. И они каждый кубик проверяют рентгеном и дают на него прям вот такую
сертификат как бы качества, да, поэтому мы можем уверенно быть. Почему я говорю спокойно там о гарантиях, еще чем-то, потому что я за каждый кубик, который здесь есть в руках у меня, я за него уверен, как за себя. То есть, и, соответственно, вот этот материал исторически был один из первых вот машинных материалов, который можно было произвести. Он до сих пор используется очень качественный, очень эстетический. Единственный его недостаток в современном мире, он относительно хрупкий. Но в руках нормального специалиста он, как видишь, используется. Если взять сравнение между обычной пломбой, которая лепится из композитных материалов, и взять керамическую пломбу, то керамическая пломба выживает, прям 10 плюс лет. Если взять такую дистанцию, то, наверное, такая штучка будет выгоднее. Вначале один раз там заплатили какую-то сумму, и на большом отрезке получается, что для здоровья лучше. Вот этот сертификат – это одного из известнейших сейчас людей. Это институт Иствана Урбана. Да, это парень, который занимается реконструкцией больших дефектов челюсти, например, для имплантации. Второй по важности сертификат – это вот КОИС-центр, да, где я прохожу сейчас обучение. Это частная дентальная школа доктора Койса. У меня осталось еще 2 модуля, и прям соберется очень большой еще один диплом, который является одним из престижнейших дипломов вообще в Соединенных Штатах. То есть это, вот дальше Олимпа уже, не залезть. Вот мы вернулись к той профессиональной цели, правда? Да, то есть постараться все это дело... А что тебе это даст в формате латвийского рынка? Что мы понимаем? Вот здесь, например, посмотри, биомеханика. Да? То есть мы понимаем, как работают наши зубы в общей концепции. Не просто зуб, который мы рассверлили, поставили пломбу, это хорошо. Но мы должны понимать, как он еще функционирует именно биомеханически. Почему, например, после определенного ортодонтического лечения у нас зубы разъезжаются? Почему? Вроде бы же мы их сложили. Да? И отговорки в виде того, что это нужно носить всю жизнь, это неправильно. Значит, есть какая-то сила, которая заставляет это все дело сделать. Сейчас существует огромное количество мест, где можно получить стоматологическую помощь, начиная от частных клиник, заканчивая небольшими кабинетами в жилых домах. Ты как специалист, посоветуй нашим зрителям, как правильно выбрать хорошего для себя специалиста и не ошибиться в нем. Нет такого универсального совета. Любой человек имеет 2 качества. Они есть человеческие качества и мануальные навыки. У одного я беру даже специалистов, которых я видел, например, которые работали или работают в нашей клинике. Есть классные люди, у них мануальные навыки такие, что просто вот я возьму его за руку и скажу, они реально делают чудеса. Но они коммуницируют с пациентами, им тяжело. То есть, не то, что тяжело коммуницировать, а тяжело объяснить свою работу. Тяжело объяснить, что конкретно делалось. Это тоже определенный навык коммуникации. И здесь человеку нужно выбирать, что для него важно. Мануальная составляющая или все-таки человеческая, эмоциональная. Я видел откровенно плохие пломбы, например. Берем такую, да. Но при этом человек, который с ним пришел, он хвалил своего доктора, говорит, она такая чутенькая, вот делала укол не так, как вы, вот у вас там тяжелая рука и так далее и подобное. То есть все равно нужно человеку просто определиться, что для него важно. Второй критерий, конечно, профиль, что делается. Да? Если человек выставляет свои работы на показ, это Instagram, Facebook, другие платформы, и не боится критики, говорит, вот мы умеем так делать, и вы видите, что это хорошее оборудование, хороший специалист, то смело идите. Если же это реклама такая, бесплатная консультация или 5 критериев, как не выбрать плохой винир, или вот только у нас хороший винир, или у нас самый крутой имплант, то, наверное, нет.
да, то есть исключайте, пожалуйста, исключайте коммерцию из лечения. Лечение должно быть коммерческим. Самореклама врача – это хорошо, но она не должна быть коммерческая, да. И второе, и даже самое важное, никогда не идите к такому доктору, который говорит: я звезда, я там, вот, я, да. Мы все люди, примерно все одинакового уровня, и смотрите по регалиям реально, куда человек ездил, где он учится, в чем специализируется и так далее, да, потому что можно в интернете взять образ там, сгенерированные нейросетями, и поставить такие регалии, которые просто, люди на них почему-то клюют, и человек из себя может ничего не представлять. Ильяс, ты много рассказал о критериях, по которым надо выбирать стоматолога. И, конечно, каждый для себя выберет то, что ему ближе. Но, возможно, ты со своей профессиональной точки зрения посоветуешь, давай, топ-3 стоматолога в Латвии, кого бы ты посоветовал нашим зрителям? А желательно, чтобы это было не только Рига, но еще и региона. Один из лучших специалистов по эстетической пломбировке – это доктор Ирина Шевелева. Так что, если нужно сделать реставрацию зуба композитным материалом, пломбу поставить, то, пожалуйста, смело обращайся. Это не реклама, просто вот знаю как одну из лучших. Хороший хирург – это доктор Антон Востройлов. Один из моих близких тоже друзей, очень классный доктор, врач, это доктор Иткин Гарри. Да, то есть, Гарик, привет, если ты смотришь это интервью. На самом деле у нас очень Гарику много... по каким вопросам можно обращаться? Да по всем. То есть, как и мы такие универсальные доктора. То есть, у нас на самом деле много классных, как я и сказал, что такого выделить там топ-3 мне тяжело. То есть, у каждого своя, может быть, там специализирование. Опять же, что нужно сделать? То есть, если что-то там пойдет удаление или постановка импланта, приходи к нам. То есть все-таки ты говоришь о том, что твоя клиника специализируется на более таких сложных случаях. Да. То есть щелчок в суставе, удаленные зубы. То есть мы можем делать даже трансплантацию зубов. Мы способны сделать керамическую реставрацию, которая обычно в жизни занимает там 5 и больше дней. Мы ее можем делать в течение часа. У нас очень большие проблемы с людьми, которые поверили в рекламу. То есть там реально пишется очень дешевая цена с перелетом, с проживанием, со всеми делами. Все работы, которые я эти вижу, люди приходят, плачут. То, что происходит с пациентами после медицинского туризма, конкретно в Турции, у меня остатки моих волос становятся дыбом. То есть это... Медицинский туризм – это что-то новое. Я такую формулировку слышу первый раз. Это фактически медицинский туризм, когда вы выбираете клинику в другой стране, где вам кажется дешевле, и прилетаете туда только конкретно за услугами. И обидно, что Латвия упускает эту возможность. В начале 2000-х годов у нас была огромная база людей. То есть самый важный ресурс – это люди. И у нас же санатории есть, у нас же очень большой, у нас же море есть. Но по всем известным политическим причинам сейчас такой возможности у нас нет. Но дело не о Востоке. К нам очень любят летать, например, любили летать швейцарцы, немцы. Почему нельзя заключить договоры с какими-то немецкими страховыми, у них же государственное страхование, как и у нас эта система. Вполне можно эту нишу занимать, просто со всеми нужно договариваться. Хотелось бы, чтобы дипломатия какая-то случилась, и мы не уменьшались и уезжали в другие страны. К сожалению, очень много моих друзей, однокурсников уехало в другие страны и стали там успешными людьми. Да? Было бы хорошо, чтобы они здесь были не менее успешны. Да? И в связи с последними событиями, я говорю про ковид, пандемию и другими, геополитическими событиями, еще больше отток пошел. То есть, это обидно это смотреть.
То есть ты на сегодняшний день видишь решение проблемы таким образом, что государство может найти возможность договариваться с государственными страховыми компаниями в Германии, Швейцарии, в Западной Европе для того, чтобы привлекать сюда людей на медицинский туризм. Этот поезд уже ушел. Почему? Я не люблю плохо говорить о моей стране, но, например, вот пациент, один из недавних, они прилетели из Швейцарии. Есть конкретный адрес клиники, гостиницы, куда нужно приехать. Но зачем с этих несчастных там, или счастливых людей брать 60-80 евро таксисту, который на этом наварился, как бы, вот, жесточайше? Но эта услуга не может стоить столько денег. Я когда их спрашиваю, они говорят, у вас прекрасный город, у вас хорошие рестораны, супер. Вот давайте, у вас там, они находят эти плюсики, да, мы хотим, у вас классные доктора, мы делаем там подтяжку лица, зубы, еще чего-то. У нас есть эта база. Но вот какой-то вот этот вот, простите меня, с улицы человек, который вот в виде там услуг такси, да, вот одно вот это сразу нивелирует все остальное. У нас Юрмала почему-то закрыта, да, то есть там 2-3 отеля, нету all-inclusive. То есть хочется, чтобы вот эта отрасль, она развивалась. Она не нарушает там какие-то экологические, то есть это не постройка там какого-то завода по сжиганию отходов. Там. Это ничего. Это просто люди, которые приезжают, кушают, отдыхают и приносят не меньшую прибыль, чем производство покрышек или еще чего-то. Да? Ну, это такая экономическая составляющая. Супер. Есть... Вот было бы хорошо, чтобы хоть кто-то взял кредит, ну, там, возьмите кредит в каком-то там банке, там, у американцев или еще у кого-то. Доберем мы уже. Профинансируйте туризм. Ведь туризм – это очень крутая отрасль, которую мы все игнорируем. И оно... Бедные эти гостиницы там пытаются выжить, их там обкладывают налогом, горничных нет. Ну, это просто катастрофа. Вот я очень бы хотела развивать туризм, потому что, мне кажется, это самый быстрый способ, чтобы привлечь. Скажи, буду заниматься развитием туризма. Будешь за меня голосовать? Ну, тогда, конечно, да. То есть я, конечно, буду голосовать за такого политика, который будет в моей стране что-то наводить, какой-то порядок и думать не о обогащении там, личном или какой-то своих там подданных, а именно вот привлечение ресурсов в страну. Скажи, а на сегодняшний день ты видишь какого-то действующего политика, который занимается именно этим? Раньше видел. Сегодня ты знаешь, я от политической повестки просто отстранился, потому что, для меня это очень негативный контент. Я читаю больше книжку о прикусе или о каких-то других вещах. Мне даже не хочется включать телевизор или какое-то другое СМИ и думать, что это, да. Я не вижу никого. В политике не хватает национализма, национальной гордости, что мы живем в Латвии, что мы ее любим, эту страну. Она у нас маленькая. Я всем говорю, у нас magic country, то есть, давайте. Вместо этого мы готовы своими молодыми специалистами, молодыми людьми. Если ты возьмешь интервью в любом университете, каждый второй хочет уехать. Да. И это коллапс образования, конечно. Доступная стоматология в Латвии. Ни для кого не секрет, что жизнь в Латвии с каждым днем становится все дороже и дороже. Одной из важнейших проблем в стоматологии на сегодняшний день это недостаточное количество специалистов, которые могли бы предоставлять услуги стоматологии бесплатно за государственный бюджет. На сегодняшний день в Латвии очереди, начиная от 25 до 120 дней. И в среднем визит к стоматологу ждет в районе 4000 детей. Ильяс, какие ты видишь основные проблемы в том, что не хватает молодых специалистов? И, может быть, ты как опытный врач знаешь решение этой проблемы? Я поясню зрителям, что в нашей стране, в Латвии, существует программа до 18 лет за
ребенком закреплено право на бесплатное лечение. И одна, и вторая сторона хотят побыстрее получить услугу, а стоматологи хотят за эту услугу получить больше денег. В целом эту услугу надо рассматривать не как бесплатную. На самом деле это платная услуга, просто за вас расплачивается государство. И здесь остается, такая проблема, к сожалению. Да? Вот мы находимся сейчас в клинике в центре Риги. Издержки на содержание этой клиники очень высокие. Очень высокие цены на электричество, на арендную плату, отопление и так далее. В других регионах, в том числе и регионах Латвии, да, эта цена иногда значительно меньше. Но финансирование, которое выделяется на каждую, например, единицу пломбировочного материала, оно единое. Из-за этого образуется очень сильный перекос как раз-таки вот в этом вопросе. И для того, чтобы молодые специалисты, и, как мы понимаем, большинство населения сконцентрировано у нас в Риге и окрестностях, нам этого финансирования не хватает, чтобы покрыть издержки просто, чтобы пациент сел в кресло. Да, конкретно вот в нашем случае просто невыгодно. И это отпугивает специалистов серьезных работать именно по программе бесплатной, назовем это, да, стоматологии именно детской. И когда просим родителей, например, за какую-то услугу доплатить, да, это вызывает непонимание. Государство оплачивает конкретные позиции по конкретному тарифу. Эти тарифы нужно просто скорректировать нормально. Вот и все. Но, насколько я знаю, эти тарифы последний раз корректировались в 2018 году, за последние 6 лет. Да. У нас произошла достаточно высокая инфляция. Да. И на сегодняшний день государство ответственно за то, чтобы проиндексировать эти ставки. Я думаю, что мы чуть позже вставим просто выдержки из этого документа, который высылается, где написаны цены, описаны цены, и вы поймете, что фактически несерьезно, когда за такую маленькую цену даже невозможно заплатить зарплату ассистенту. Я уже молчу про издержки, связанные с нормальными материалами, нормальными этими. Да, и некоторые клиники, да, действительно этим занимаются. Я глубоко и низко кланяюсь таким врачам, таким клиникам, которые фактически за свой счет реализуют государственные эти программы. Ребята, вы молодцы, мы вас всегда поддерживаем. Это ребята, которые, фактически, да, сами еще и работают бесплатно. Да, что-то получить задним, то есть оплата происходит через несколько кварталов после, очень много снятий происходит. И, к сожалению, такая система, наверное, изжила себя. Я считаю, что нужно, мое решение, опять же, все оцифровать, за каждым пациентом закрепить конкретную, может быть, не сумму, но карточку, как-то это в таком реализации, чтобы он виртуально мог платить за услугу и просто, как страховая медицина, да, все-таки. Вот что-то подобное, как в Америке происходит, что где-то есть взнос пациента и есть взнос страховой компании, наверное, в данном случае будет выступать государство в виде страхового общества. То есть я вижу это так. Недостаток молодых специалистов, он связан совершенно с другими проблемами. Это общий отток населения и просто недостаток молодежи. Расскажи, насколько сейчас сложно вести бизнес в Латвии в секторе коммерческих медицинских услуг? Безумно сложно. Я это называю так, давайте такими вещами. Оборот документов, количество, в кавычках, бумажек, которые нужно посылать, проверять, согласовывать. Бюрократия. Да, это, наверное, бюрократия. То есть, чтобы вы понимали, отдельная штатная единица занимается только этим. То есть, я не знаю, как там маленькие кабинеты, хотя мы считаемся в мире маленькими кабинетами, но как люди справляются с этим, то есть это реально одна штатная единица занимается только этим.
Даже, мне кажется, 2. То есть второй момент – это касаемо нашего общего состояния. Уехали все. У нас нету медсестер, у нас нету ассистентов, у нас нету санитаров, у нас нету врачей, у нас нету желания кем-то из этим стать. Мы хотим все сразу. Мы остались, те, кто здесь, они не амбициозны. И нужно все показать, рассказать, и только тогда это заработает. То есть мне никто никогда ничего не показывал, мы доходили сами. Сейчас это очень сложно. В этом очень большая проблема ведения, я думаю, любого бизнеса. С налоговой точки зрения, сейчас закрывается очень много бизнесов, особенно после начала пандемии. Скажи, повлияло ли как-то это на твою клинику? Мы зависим от людей. И мы не генерируем сами профит, то есть какую-то зарплату. Нам немножко легче, потому что это все-таки касаемо здоровья. И когда болит зуб, все-таки человек пойдет и сделает. Но в других сферах, там, смежных, эстетической стоматологии, еще чего-то, конечно, жесткий упадок. Да, потому что люди отказываются от излишек, да, и думают, давайте все-таки что-то там земное сделаем, а потом на лучшие времена оставим. Да? То есть вот это оставим на потом. Да? Такая тенденция прослеживается. Вот. Влияет ли это негативно? Но я еще раз повторяю, да, так чуть-чуть уходим. Такое время. Надо переждать. Позитивно все-таки ты настроен на будущее Латвии? Я, конечно. Мы пережили 2008 год. Там, по-моему, вообще все рушилось, что могло разрушиться. И я вижу только оптимизм. То есть в любой рецессии наступает потом подъем. Да, мы сейчас в точке рецессии, надо только понять, мы в самом дне или еще ниже. А какие у тебя прогнозы по ощущениям? Мы в самом дне или еще есть куда катиться? По ощущениям мы еще катимся вниз. Мы это, в общем, весь, давайте так назовем, западный мир. Да даже, наверное, и китайцы. То есть все немножко просели, подсдулись, и вот это циклическое развитие людей, оно на самом деле классно. Просто к этому нужно понять и этим, может быть, пользоваться. Пойми, если бы мы все человечество, то есть там, например, с 100-го года нашей эры шло только вот так. Не было бы там чумы, еще что-то, не родились бы великие изобретатели, не родились бы там Николя Тесла, не было бы каких-то самолетов или еще чего-то, да. Все эти войны, в том числе и мировые, они создают какие-то новые технологии. Новые возможности. Кучу нужно лечить раненых, да, чем? А давайте вот там то-то придумаем, да. Все это ведет, к сожалению, к счастью, и к логике, к тому, что это развитие. Мы так развиваемся. Вот такой у нас вид. То есть есть вид там птичка какая-то там, да, вот Homo sapiens. Он развивается путем, все в топе, кризис, в топе, кризис, в топе, кризис. И потом эту кривую там сопоставишь, а она, кажется, наверх идет. Но когда ты падаешь вниз, ты думаешь, боже мой, все, мы сейчас каменный век. Ничего подобного. Посмотри, как в период пандемии, я говорю про другие страны, но можно и в Латвии найти, как просто с помощью пера огромные средства просто с одного места перечисляются в другое место. Это же ведет к сумасшедшей инфляции внутри страны. И понятно, что этот пузырь точно так же лопнул. Это тот же пузырь. А лопнул ли он или нет? Вот мы скоро узнаем. То есть мы в такой, замедленной съемке, что вот мы, может быть, он еще и не долопнул до конца. Да, поэтому поживем, увидим. Надо с оптимизмом в это все дело смотреть и думать о будущем, о себе. Это очень важно. Я с тобой согласна, что нужно развиваться. Да, развиваться. И, как говорится, если ты не можешь повлиять на ситуацию, поменяй к ней отношение. Конечно.
Конечно, конечно. И мы все пытаемся там, вот, у нас там, не знаю, капнуло что-то, еще что-то сделало. Мы все в свою агрессию там в соцсети выплевываем. Ну, как бы к этому нужно просто относиться вот так, что люди перестали выходить с плакатами, все на кухне обсуждают какую-то проблему, ее напишут там в Фейсбуке, и человек, наверное, вот через это успокаивается. То есть на утро все спокойные, вроде эмоции выложили в компьютер. На сегодняшний день в Латвии работает более 1500 стоматологов общей практики в Латвии. Да. И только меньше 40 ортодонтов. То есть ортодонт – это врач официально, который имеет латвийский сертификат, и который занесен в регистре и имеет право официально заниматься ортодонтией. Для того, чтобы стоматолог получил соответствующее образование, он должен попасть в резидентуру, которая предоставляет Рижский стоматологический университет. Да. При этом ежегодно в среднем выдается по 2 места, а были недавно года, когда не было ни одного. В этом году я знаю, что было 6 мест, но это только по той причине, потому что я слышала, что открывается отдельно ортодонтическая клиника от страдания. Масштаб проблемы я тоже хочу объяснить и донести до зрителя. Огромный. Менее 40 ортодонтов на всю Латвию. В очередях стоят дети годами, которым нужно попасть к ортодонту и поменять прикус. То есть в тот момент, когда они уже попадают, уже эта проблема может ухудшиться намного. При этом обучают только там 1-2 специалистов ежегодно, аргументируя это тем, что у нас нет специалистов, у нас нет мест, мы не можем обучить. Но при этом, как только решили открыть университет стоматологии, отдельную ортодонтическую клинику, они сразу открыли 6 мест для обучения, когда им было выгодно. И при этом, если ты едешь получать образование за границу, условно модульное, что это значит? Значит, что ты не сидишь там 2-3 года на очном, если ты уже специалист, и у тебя есть семья, дети, ты привязан, ты не можешь просто так делать, то модульное образование никаким образом нельзя здесь подтвердить в Латвии. Нет. Соответственно, происходит такая монополия на законодательном уровне, и из-за этого у нас в регионах вообще ортодонтов практически нет. Специалисты уезжают, специалисты не могут отучиться. И практически решает в этом рынке, кто будет учиться. Одна организация. Одна организация, буквально несколько человек. Но это же коррупция. Я думаю, что это вопрос, который стоит остро, но который никто не хочет решать. Это навряд ли коррупция. Это исторически сложилось так. Но по сути, ты посмотри, государственная организация принимают решения и выдают сертификаты ортодонтов только условно, там буквально небольшая группа людей. Я тебе еще раз повторяю. С точки зрения человека извне, действительно кажется, что это слово коррупция. Да? На самом деле это просто нерешенный вопрос, который острый нерешенный вопрос, но который как-то нету, наверное, у государства или у чиновников нету определенного желания, может быть, его наладить. Но это халатная работа. Берем опыт других стран. Мне нравится очень учиться у других и переносить это. То есть, чтобы восполнить сейчас вот эту нишу, нам нужно на определенное время действительно либерализировать наше законодательство и, как ты упомянула, разрешить. Пусть люди начнут делать, дать официально заключение, что, ребята, он прошел, мы видим, что он прошел, но через 3-5 лет, пожалуйста, 2 года, год, 5 месяцев, неважно, возьми и пересдай по латвийским стандартам, чему ты там все-таки выучился. Если будет такая возможность. Если будет такая возможность, да. И тем самым, возможно, количество пациентов, которые в очереди, потому что там есть очень легкие пациенты, есть очень легкие случаи, их очень легко разделить на категории и либерализировать те простые случаи, которые не требуют, может быть, действительно работу профессорского уровня и так далее. Да? Поэтому, действительно, перекос сейчас идет очень тяжело. Чтобы вы понимали, в любой западной клинике, более-менее развитой, существует штатный ортодонт,
штатный. То есть в каждой клинике штатный ортодонт, которые занимаются проблемой прикусов. И даже вот, какие-то там берем мегаполисы, то есть в одном доме могут быть несколько клиник с несколькими ортодонтами. То есть на Западе это разрешено, решается и достаточно эффективно и быстро. В нашем же случае, если мы разговариваем о эстетической стоматологии, да и о функциональной, как я вам объяснил, наличие этого специалиста очень важно. Но из-за вот этой огромной очереди мы вынуждены искать какие-то уникальные свои пути. Как я вам всем говорю, Латвия – это magic country. Страна чудес. И да, нам приходится изобретать что-то новое. И не всегда это по стандартам. Да? Вот если вы видели даже те дипломы, которым, допустим, у меня висят, да, это ортодонтический университет Южной Кореи, где мы занимались микроимплантами у профессора Пака. То есть это один из 5 профессоров вообще в мире, который занимается этим всем делом. Да, почему бы нельзя такого уровня специалистов признать и в нашей гордой стране и сказать: ребята, вот если вы у ПАКа отучились хотя бы модуль, вы можете делать вот этот перечень услуг. Это бы значительно... Мы бы победили эту проблему в течение 5 лет. То есть по четкому плану просто должна быть разрешительная доктрина. К сожалению, особенностью нашей Magic Country является запретительная политика. Но все, что мы не понимаем, мы запрещаем. И конкретно в ортодонтии это привело вот к такому, к сожалению. Да? В имплантах либерализация рынка привело к росту конкуренции. И тем самым выживают сильнейшие, кто делает самые качественные работы. Вот и все. И пациент сам диктует. И простите меня, если что-то не получаться будет у кого-то, всегда можно будет тогда найти еще одну клинику, которая исправит там предыдущую работу. Вот и все. Зацепила меня эта фраза, когда ты сказал. Хотела ее чуть-чуть немного с тобой более развить. Давай. Ты сказал о том, что сейчас мы находимся в таком моменте, когда весь западный мир, мы в том числе все-таки находимся в таком антитренде. Но ты также сказал, что и Китай в том числе. Хотя, по моему мнению, что Китай, который на сегодняшний день достаточно ведет грамотную внешнюю политику и заполняет своими продукциями весь мир и подсаживает их на такую торговую иглу, выглядит вполне успешно. Скажи, что ты имел в виду? Видишь, я далек очень от политики. И, наверное, многие читают новости. А у меня информация инсайдерская. Что болит у людей, как они это лечат, сколько людей болеют, сколько, наоборот, здоровые, что вообще происходит внутри, как питаются, что сломалось, какие деформации у людей, там, челюсти кривые, не кривые. И во всем мире здоровье, оно на самом деле очень сильный показатель, что с нацией происходит. Да? Возьмите Америку. Да, то есть там, тебя вылечат, без 25-40 тысяч, 3 дня стационар. Да? Поэтому... Что у китайцев болит? У китайцев зубы плохие. То есть мы смотрим по этому показателю, Китай очень сильно отстает. Но, опять же, я говорю, Китай проседает чуть-чуть по услугам, да, и после пандемии это нормально. То есть, они заполнили своими товарами и услугами, они действительно заполонили весь мир. Это хорошо. То есть к этому надо относиться только хорошо. Я жду, когда китайцы здесь будут, мы их ждем. То есть привлекайте ресурсы сюда. Приезжает на медицинский туризм в Латвию. Да. И мне хотелось бы, чтобы, например, аэропорт мог принимать этих пациентов. Они готовы лететь? Они говорят: Ильяс, мы хотим к тебе, дай мне. Я говорю: знаешь, нужно из Шанхая лететь в Хельсинки, с Хельсинки пересаживаться сюда. Они говорят: слушай, давай больше денег дадим. Где можно так, чтобы я с Шанхая сел и прилетел сюда? Но на самом деле сейчас есть проекты по расширению Рижского аэропорта. Да. То есть и сюда будут прилетать нам континентальные нужно эти гавани, нам нужно порт такой, чтобы сюда не один там кораблик
с пушками приезжал, а приходил какой-то лайнер круизный, чтобы у нас же море есть, мы его вообще не используем. У нас красивая река Даугава, у нас красивая река Гауя, Вента. Ты что? Мы это вообще не используем никак, эти порты деградируют. Ну, я так... Общая тенденция. Хотелось бы вот эту рекреационную часть, туристическую, и вообще просто, ребята, у нас такая красивая страна, вы что, давайте ее поднимать чуть-чуть, там, достаточно чуть-чуть, потом само пойдет. Это всегда так было. Те люди, которые остались, все равно мы хороши, мы крутые. Патриотически настроены. Согласен? Но в большинстве мы патриоты. Давайте только этим патриотизмом мы не должны себя оставить в невыгодное положение. Наоборот, нам нужно сказать, что какая мы прекрасная страна. Господа китайцы, вот, у нас здесь новый аэропорт, хотите, постройте сами. Пожалуйста, прилетайте к нам, у нас здесь классный отдых есть, где у моря полежать, какие-то грязевые ванны принять. Ну, давайте придумаем историю какую-то красивую там. И, пожалуйста, я уверен, что просто вот как только регулярные рейсы или еще чего-то регулярно начнется, мы прям расцветем. Это как орган, который получает кислород, он прям розовеньким становится. Я был в Китае 4 раза, по определенным поездкам, и сейчас я поеду 5-й раз. У них есть такая точка, землю, которую они считают своей. И литовское правительство недавно эту землю назвала, вот все, это не Китай. И литовцы сказали, Тайвань – это независимое государство, не часть Китая. И все китайские компании сейчас разрывают все связи с литовцами. Это как сказать... плохие слова кому-то. И у нас есть конкурентное преимущество в этот момент. В эту секунду нужно действовать прямо сейчас. Я не вижу самолета с делегацией, которая говорит, ребята, покажите литовцам, как нужно было с нами сотрудничать. Давай поговорим про элайнеры. Я сама столкнулась с проблемой, когда у меня была необходимость выпрямить немного зубы, задвинуть щели. И я прошла в своей жизни и через институт стоматологии ставила брекеты, после чего у меня успешно зубы раздвинулись. И буквально 2 года назад я ставила себе элайнеры. То есть элайнеры в тот момент не относились к ортодонтии. Соответственно, их имели право ставить врачи общей практики. Сейчас тоже можно, да. Но самое интересное, что сейчас происходит, ты наверняка тоже получила от зубной ассоциации это письмо. Уведомление, да. Да, уведомление о том, что не рекомендуют, даже, насколько я понимаю, запрещают ставить элайнеры и говорят о уголовном преследовании стоматологов общей практики, которые ставят элайнеры. Но при этом они не дают обучаться ортодонтам, чтобы они могли делать это официально. Да, это были очень неприятные письма. Мы пытаемся на это дело реагировать законными путями, но так как сама отрасль не упорядочен этот вопрос, и его упорядочение, как я и озвучил, оно очень легкое. То есть просто сделайте 3 бумажки, 3 документа, и эта проблема уйдет. Проблема очередей и вот этих писем счастья с криминальной ответственностью за какое-то... На самом деле, юридически, конкретно даже вот у нас, да, я считаюсь, например, врачом общей практики, что подразумевает лечение элайнеров. Да? Если мы скрываем, допустим, только щели, это эстетическое лечение. Почему нельзя его сделать уровнем 1 и дать врачам общей практики, которые в эстетике, может быть, даже больше понимают? Да? Если мы говорим о комплексном развитии челюсти, и что одна часть развивается, вторая нет, и нужно скомпенсировать это дело, то тогда пусть все-таки решает специалист-ортодонт и не допускать врачей общей практики к этой проблеме. И вот это упорядочение и обыкновенная либерализация на первых 2 уровнях решит полностью проблему очередей
и вот этих писем счастья. Любой адвокат, который посмотрел это письмо, он сказал, что, ребята... Это просто запугивание. Но как бы, а судьи кто? Выясняется, что право судейства у западных ортодонтов, у которых разрешены лайнеры в общей практике. И здесь все-таки нельзя так. Я говорю, есть решения, их подсмотреть очень легко, классно, у нас весь мир открыт. Если мы когда-то жили там, наверное, за занавесом, мы не видели, как там делается, или что-то скрывали от нас, хотя тоже мало верим. Но сейчас есть четкие решения. Давайте возьмем вот это, давайте возьмем вот это. А давайте у них вот это возьмем, а у китайцев вот это, а у американцев вот это. Мы же классная страна, мы можем перемешивать Восток с Западом и делать свою солянку уникальную. Но решение очень простое этого вопроса. Но нету воли. Нету воли там, и нету воли в нас тоже. И нету воли в народе. Потому что люди сидят в очереди 2 года. Там, ты что, не дай бог, мы сейчас систему поменяем. А что будет через 2 года? Ильяс, ты действительно очень много путешествуешь и бываешь за границей на обучениях, а также много времени уделяешь своей клинике и своим пациентам. Расскажи, а в таком плотном графике остается ли у тебя время на свою личную жизнь и на какие-то хобби? Если да, чем ты занимаешься? Я работаю почти 19 часов в день. Большее количество времени сплю, работаю. Вторая часть, да, поездки, такие деловые в плане учеба, курсы, что-то новенькое. Увлекаемся, но мне автомобили нравятся быстрые. А у самого какой автомобиль? У меня их много, 5 штук, поэтому... Перечисли. Прям по маркам? Да, и по моделям. У меня Toyota Hilux. У меня есть автомобиль марки Porsche и 2 Lexus. Какой самый быстрый? И 1 BMW. Знаешь, у меня такое увлечение. Они быстрые, но они технологически старые. Угу. Мне нравится такой старый подход к автомобилю. Их вот ретро-дизайн. Поэтому, возможно, там BMW будет самая быстрая, но она в современном мире не дает каких-то цифр больших. Да? Поэтому, наверное, из них будет самый быстрый Lexus. То есть, когда ты находишь время свободное от работы, ты катаешься? Я катаюсь на машине, то есть я сажусь в автомобиль и делаю несколько кружков. Могу доехать до Тукумса, потом вдоль побережья поехать назад. И мне нравится, я наслаждаюсь вот этим видом. Особенно летом. Мне нравится классно. Вот после всего, там в часов 9, уже когда смеркается, спокойно сел, поехал. Но количество фоторадаров, конечно, просто зашкаливает. Больше уже негде разогнаться. Ты себя чувствуешь комфортно сам с собой? Наедине? Наедине, да. Конечно, потому что я очень много коммуницирую с людьми, и у меня есть такой период тишины. Я просто не отключаю, а даже просто уведомления ставлю. Ставлю Spotify и поехали. Хотя бы час. А потом уже все, можно возвращаться назад, и коммуникации, там, могу до 2 ночи сидеть, там, что-то писать, кому-то писать. То есть, как бы нормально. Стоматология, наверное, одна из технологичных областей медицины. Какие новшества в стоматологии ты считаешь самыми значимыми? И, может быть, тебе есть чем похвастаться в своей клинике? Значит, самое значимое новшество... Вообще стоматология очень динамически развивающаяся наука. И мы даже знаем, что одна из первых анестезий, вообще анестезиология, была открыта дантистом. То есть эфиры и все так далее. Да? Потому что уже, получается, в начале позапрошлого века люди думали, как работать. И мы были стоматологи, вообще кто с этим связан, мы были одни из первых, кто вообще идет вперед. Да? Изобретение новых материалов. То есть второе фундаментальное – это, конечно, материалы. То есть если взять, наверное, вставка будет такая, какие-нибудь там египетские связанные там зубы медной проволокой, да, и до чего дошла медицина сейчас, да,
когда мы используем цифровые технологии, в том числе в создании тех же элайнеров. Да, то есть профессор Нанде, который является одним из отцов вообще ортодонтической культуры, именно элайнеров, он и пишет, что, ребята, у нас технологический прорыв случился в тот момент, когда мы смогли просчитывать каждый шаг, который происходит. И постепенно из более дорогих процедур это приходит в более простые процедуры. То есть второй момент – это вот это. Третье – это, конечно же, развитие ортопедии, создание – это винтовые импланты. То есть в начале, в зачатках стоматологии это были совершенно импланты другого типа. Они шли больше как ортопедические импланты, ну, там, для замены конечностей, суставов и так далее. Но в определенный момент все это дело эволюционировало именно в винтовые имплантанты, и люди получили возможность, как есть такая знаменитая шутка, что молочные и постоянные зубы – это 2 комплекта зубов бесплатные, да, а третий – это уже вот имплантики, пожалуйста, вам за денежку третий 800 комплект. евро Да? штучка. То есть мы можем позволить себе восстановить функциональность. Вот мы от реставрации двигаемся в сторону регенерации. То есть сейчас даже вот в нашей клинике, конкретно в нашей клинике, уже 2-й год доступна трансплантация зубов. То есть мы можем ваш зубик, который вы потеряли, или это зуб рудиментарный 8, который нужно удалять по каким-то там причинам. И, кстати, зрителям тоже очень важно, вы его сохраняете. Он годен десятки лет. В этом зубе уникальный комплекс. И у нас есть оборудование, которое позволяет его измельчить. И, например, этот измельченный зуб использовать в регенерации костной ткани. То есть мы уходим от всех костных заменителей, которые производились и производятся до сих пор, и считаются современными, например, из каких-то животных берут кость, ее перемалывают, чистят и ставят человеку. Это, трансплантация от чужого вида. А здесь вы получаете свое собственное, которое регенерирует и прирождается 100%. Если вы здоровы физически, то оно у вас прирастет, потому что это ваше. Ильяс, так как ты не смотрел мои предыдущие ролики на YouTube, тебе в этот момент должно быть стыдно. Мне стыдно, все, я стыжусь. Ты не знаешь, что я тебе подарю? Давай, какие у тебя есть идеи? Давай я попробую догадаться. То есть ты меня видишь, да или нет? Давай. Это можно положить в карман? Да. Это носится в кармане. Оно блестит? Частично. Флаг? Бинго! Ильяс, так как ты путешествуешь очень много и находишься за границей, но при этом ты являешься патриотом нашей с тобой страны, я очень хочу, чтобы ты всегда помнил о своей родине. Огромное спасибо. И пусть этот факт тебе напоминает о нашей стране. Давай. Хоп. Отлично. Это прям то, что нужно. Очень классно. Подписывайтесь на канал, ставьте звоночек, чтобы узнавать о новых видео. Внизу будет ссылка на твой YouTube. На мой канал тоже. Там вы узнаете очень много интересного про свое здоровье стоматологическое. А сейчас я покажу, чего достигла современная стоматология и как цифровые технологии изменили жизнь простых докторов, и как теперь люди могут получать более качественную услугу, более точные реставрации, и как вообще можно за очень короткое время восстановить целый зуб или сделать реставрацию на импланте, и как это вообще происходит, все таинство. Наша смоделированная модель зубчика, которая выглядит вот так, мы ее отправляем шлифоваться. В этот момент, во-первых, высокопроизводительный и очень точный станок, он будет сейчас выпиливать ту форму, которую мы задали. Вот мы только что получили
уже выпиленный зубчик, он еще не блестит как естественный. И заблуждение, может быть, людей из прошлого, что эта работа будет не теплой, нету прикосновения рук, и она вот все только из машинного, можно сказать, изготовления. Нет. Сейчас вы увидите всю магию, как мы индивидуализируем каждый зубчик и как это вообще происходит. Да? Пойдем. В арсенале таких стоматологов всегда есть много красок разных цветов, разных оттенков. Да? И, например, если нам хочется сделать этот зуб более живым, мы можем его, во-первых, аккуратненько подкрасить. Это глазурь, да? То есть это прозрачная керамика для того, чтобы зуб блестел и на него не осаждался никакой налет. И у естественного зуба всегда есть небольшие углубления, ямочки. Если мы хотим их подчеркнуть, то мы на них можем сделать небольшие углубления, капельки и так далее. И каждая работа такая, она получается индивидуализирована. Двух зубов одинаковых нету. Ну и, наверное, пациенты именно в нашей работе ценят именно данную процедуру. И мы его отправляем в специальную керамическую печь. И что интересно, все параметры по запеканию данного материала, его размер, температуры, какие требуются, вакуум, не вакуум, все автоматически компьютер передает напрямую в печку. Весь процесс автоматизирован. И нам остается только нажать на кнопку запекания и пойти пить чай. Вам всем спасибо за просмотр. Если что, ссылочка в описании моего канала. Приходите к нашу клинику лечить зубы. Спасибо.